Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. Сегодня у нас тема, которую ждали многие пользователи наушников от Xiaomi. Компания предлагает целый ряд классных наушников, которые пользуются огромной популярностью во всем мире. В том числе это и Redmi Buds 3 Pro, на которые мы уже делали подробный обзор. Однако до сегодняшнего дня у них был довольно критичный недостаток. Настроить их под себя и получить полноценный опыт использования мог далеко не каждый из-за множества ограничений. К примеру, меню расширенных настроек было доступно у единичных пользователей флагманских смартфонов Xiaomi, а для китайских моделей неудобное китайское приложение Xiaomi AI. Но мир не без добрых, а главное талантливых людей. Наш давний товарищ и независимый разработчик, известный под ником Burgers, решил исправить эту ситуацию, разработав собственное приложение для настройки наушников – Mi Buds Mate. И так как наша команда принимала активное участие в бета-тестировании, мы подготовили подробный эксклюзивный обзор для пользователей непосредственно в день первого релиза. Так что сегодня я с удовольствием расскажу о возможностях приложения, работу с какими наушниками оно поддерживает, установке и особенностях использования, где его скачать и следить за обновлениями, а также о планах разработчика по улучшению на ближайшее время. А пока, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить другие эксклюзивные новости. Ну и, конечно же, поблагодарите Бургерса в комментариях. А мы начинаем. На момент записи видео приложение уже научилось контролировать почти все доступные стоковые функции наушников. В первую очередь это, конечно же, управление всеми режимами шумоподавления. Как я уже упоминала в обзоре Redmi Buds 3 Pro, без расширенных настроек пользователю доступно только два базовых режима шумодава, управление которыми осуществляется по длительному нажатию на наушник. С новым приложением теперь же доступны настройки уровней каждого режима. К примеру, уровень шумоподавления можно выбрать вручную или же активировать адаптивный, который будет автоматически подстраиваться в зависимости от уровня шума. А для прозрачного режима доступна возможность включить усиление голоса, позволяющее отчетливее слышать окружающие звуки и комфортно общаться с собеседником, не вынимая наушники. Следующая и, пожалуй, одна из важнейших – функция настройки жестов для каждого наушника по отдельности. Таким образом, пользователь сможет задать по определенному жесту запуск Google Ассистента, смену режимов шумоподавления и прозрачности, воспроизведение медиа, переключение трека и даже регулировку громкости. Также доступны такие функции, как проверка прилегания наушников к ушам, облегчающая выбор идеального размера амбушюр, и функция поиска наушников, позволяющая не только уведомлять вас, если один из наушников находится вне кейса или уха более 3 минут, но и подавать звуковой сигнал для облегчения поиска. И, конечно же, разработчик не забыл про базовые функции. Так, в приложении реализованы функции автоответа и настройка обнаружения уха, которая позволяет останавливать и возобновлять воспроизведение при извлечении наушника из уха. Еще одна базовая функция – это подключение к двум устройствам. Таким образом, пользователь сможет как активировать, так и отключить возможность сопряжения наушников к нескольким устройствам. Так как это первая публичная бета-версия, есть ряд нюансов, о них мы сейчас и поговорим. Прежде всего хочу отметить, что на момент записи видео приложение Mi Buds Mate работает пока только на прошивках MIUI 12 и выше. Также при установке и первом подключении приложение может не увидеть наушники, что решается простой перезагрузкой смартфона. Однако, если это вам не помогло, то, вероятно, ваша версия прошивки смартфона или модель наушников пока не поддерживается. Кстати, на данный момент приложение уже протестировано на глобальной версии Redmi Buds 3 Pro и китайской версии Redmi AirDots 3 Pro. Но уже сейчас известно, что Mi Buds Mate будет поддерживать и другие модели наушников от Xiaomi, в том числе и флагманские Flip Buds Pro. Ну и раз уже заговорили о планах, в первую очередь разработчик планирует реализовать возможность обновления прошивки наушников по ОТО. Также ведется работа по поддержке приложением всех возможных прошивок, включая чистый Android. Плюс смело можно ожидать реализацию уведомления о статусе наушников в шторке и всплывающую анимацию подключения наушников с информацией об их заряде. На сегодняшний день Mi Buds Mate является, пожалуй, единственным полноценным приложением для пользователей, желающих получить весь доступный функционал от наушников Xiaomi. Да, пока приложение не универсально для всех Android-смартфонов, но проект еще совсем молодой и с момента начала работы прошло всего 2 недели. И думаю, можно уверенно ожидать реализации всех вышеперечисленных планов и даже больше.
Так что смело скачивайте Mi Buds Mate по ссылке в описании и наслаждайтесь полноценным опытом эксплуатации ваших наушников. Там же, кстати, вы сможете при желании поблагодарить разработчика звонкой монетой. А на сегодня все. Спасибо за просмотр, друзья. Пока-пока.